сердце белорусских лесов, там, где природа еще хранит свою первозданную силу, начинается шестидневное охотничье приключение. Трофейный охотник Сергей Якшин приглашает вас окунуться в атмосферу осеннего гона, в самое захватывающее время охоты на лося. Логистика, экипировка, пристрелка. Каждая деталь важна, ведь впереди серьезная и сложная охота. Вы станете свидетелями уникальных моментов, встречи с дикими животными, охоты на стону и честно добытых трофеев. Это не просто фильм. Это история охоты. 6 дней. Один охотник. Один трофейный бык. Добро пожаловать на охоту в Беларуси. Свою очередную, уже 12-ю охотничью экспедицию в Белоруссию Сергей предпринимает в первой половине сентября. Это именно то время, когда наступает оптимальный сезон для охоты на европейского оленя и лося в период гона. Маршрут хорошо знаком и проверен годами. Перелет из Гамбурга в Вильнюс, а затем автобусом до Минска. Друзья, после недолгого перелета я добрался до Вильнюса. Сейчас будет пересадка на автобус. И уже будем выдвигаться в сторону литовско-белорусской границы. Там Сергея традиционно встречает представитель Белгосохоты, туроператора, который организовывал все его предыдущие охотничьи туры в Республику Беларусь. Перелет и переезд автобусом до Минска прошли на удивление быстро, практически в минимально запланированные сроки. Даже переход литовско-белорусской границы занял всего около 2 часов, тогда как раньше задержки доходили до 4-5. Ночью организация охоты тоже так себе хромает, но тем не менее выбора нет другого, чтобы поехать на такие трофеи поохотиться, вот как, допустим, сибирская косуля. В этот раз основной целью Сергея станет добыча трофейного лося. Но не просто трофейного, а самца с выдающимися рогами, такого же уровня, какой в прошлом, в 2024 году, удалось добыть его другу Виктору. И вот уже к обеду Сергей вместе с сопровождающим его заместителем директора Белгосохоты Александром прибывает в Чериков, а точнее в Чериковский лесхоз. Именно здесь и предстоит развернуться охоте, ради которой он преодолел весь этот путь. Местное угодье хорошо известно своими сильными популяциями лося и европейской косули. Разместившись и немного перекусив с дороги, команда сразу приступила к пристрелке оружия, которое Сергей арендовал прямо в лесхозе. Я сейчас вот спуск проверил, там есть такой провал, да? Да, ну вот. Да. Вот. Так? Вот. Возьмите, да. Вот чуть-чуть. Вот. Он уперся. Раз, и потом вот моментально, да. Да. Хорошо. Будем иметь в виду, это очень важно. Чтобы не дернуть, не толкнуть. Да. Или, когда долго целишься, тянешь его, он не стреляет. И первый шаг к правильной охоте — это ознакомление с оружием, тем более, если ты его берешь в аренду. А также очень важно познакомиться с оптическим прицелом, потому что сейчас прицел — это сложное электронное устройство. Данный прицел от фирмы PART включает в себя двухфункциональный прицел ночного видения и дневного видения с подсветкой, а также имеется встроенная запись. Вот такой вот отличный легкий прицел. Уже стреляли с него, брали? Да, конечно. Да. Какие проблемы-то? Да. Ведь из-за действующего европейского эмбарго сегодня невозможно вывести личное оружие из Евросоюза в Беларусь или Россию. Ну давай, дружок, познакомимся. Конкретно дернул. Что, видно что-нибудь? Да, Не ожидал. на час. А? На час. В лесхозе имелась собственная пристрелочная площадка с дистанциями 100 и 200 метров. Квадрата. При охоте на лося на вабу редко возникает необходимость стрелять дальше сотни метров, поэтому пристрелку проводили именно на этой дистанции. А что оно сбилось сразу? Надо целиться. Сейчас хорошо должно. Рядом. Там же? Рядом с тобой. Ну, значит, опускать надо. Что у нас сколько вправо ушло? 4,5 Да, и сантиметра. И получается
Центр 9. Ну попробуйте. Сергею достался вполне достойный карабин, российский болтовик «Лось» под калибр .308 Винчестер с полуоболочечными патронами. Оружие показало хорошую кучность, что внушало уверенность перед предстоящими охотами. Карабин пристрелен. С 5-го патрона удалось совместить центр попадания с центром мишени. Я думаю, что в лося я должен попасть, поэтому сегодня вечером начнем свою охоту. Комары дают жару. Мы пристреляли оружие. Сейчас через час подъедут егеря, заполним документы и будем выдвигаться уже к месту охоты. Сегодня пробный выезд. Посмотрим, послушаем. Небольшой ветерок присутствует, который будет мешать услышать лося. Вот. Поэтому присутствуют определенные сложности. Но нам не привыкать. Вперед! Всегда подходит серьезно к оформлению документов. Перед каждой охотой мы заполняем сейчас разрешение на добычу и Николай, путевки, да? Вот это. Да, путевки. Это мы сейчас разрешение на добычу. Вот охотник должен расписаться. Сейчас передаю. Мы готовы к охоте, да? Да. Первую вечерку решили провести на смотровой террасе, рядом с которой находился солончак и прикормочная площадка. Здесь лоси появлялись почти всегда. Так случилось и на этот раз. Едва команда заняла позиции, как егеря сначала услышали характерные звуки, а затем заметили пару лосей всего в 10-15 метрах от людей. Сначала трудно было понять, не идет ли трофейный самец с коровой. Но вскоре, сквозь прогал в листве, стало ясно – это был молодой бык с 2 отростками на каждой стороне рогов. В любом случае радовало уже то, что зверь показался, дичь проявила себя в первый же выход. Сергей тем временем продолжал знакомиться с оптическим прицелом, его функциями, настройками, возможностью видеозаписи, чтобы в решающий момент быть готовым использовать все преимущества техники. Однако в тот вечер больше ничего примечательного не произошло. Трофейный лось так и не вышел на площадку. Команда приняла решение вернуться на базу и как следует отдохнуть, чтобы наутро начать охоту в полную силу. Доброе утро, друзья! Первое утро охоты. Вчера вечером видели небольшой экземпляр. Ходил с самочкой. Совсем рядом, правда в кустах, но что мелькнуло, видел. Вот, немножко он поработал, но на чистое не вышел, для того, чтобы делать видеозапись. Сейчас заправляемся и едем на первое утро охоты. В первое утро команда егерей решила поработать на заболоченной местности возле рапсового поля, где также имелся солонец. Рапс посеем, да? Да. Раннее утро было прохладным, на небе еще сияли звезды, начиналась заря. Сергей занял позицию на открытой вышке, а егерь после небольшой паузы начал подманивать зверя.
но, получив в ответ только тишину, решили проверить следы у солонца. Там был выход, вероятно, молодого быка. Пока оставалось время, команда отправилась проверить вчерашнее место охоты. Вот его козлик правый стоит. По пути встретили пару европейских косуль, среди которых обнаружился молодой козлик с рогами чуть выше Козлик ушей. слева. Козлик слева. Слева козлик. Да. Ну, молодой, да? Да, чуть выше ушей. Вот слева козлик, право коза. Немного понаблюдав, команда двинулась дальше. Ну, сейчас подумаем. Послушав и поманив на вчерашней позиции и не добившись результата, они приняли решение завершить на этом утреннюю охоту. В этот вечер охотники решили искать лося за рекой Сош. Там, в удаленной пойме, был установлен солонец, открытый и хорошо простреливаемый со всех сторон. Через стекло на плохо, нет? Не, видно. Всех троем снимем, да? Как мы. Команда охотников передает зрителям привет. Ну, там сзади главный манильщик Алексей, вобильщик, да? Вобить же правильно? Да. Вот, Алексей, опытный охотник, столько лосей выманил. Забрать только чудой. Надо было тоже. Но попасть туда напрямую не удалось, уровень воды поднялся, и привычный брод оказался непроходимым. Пришлось сделать большой крюк. Устроившись на вышке, Сергею пришлось надеть сетку на лицо и перчатки, комары и лосиные мушки не давали покоя. Егерь начал манить зверя,
И вскоре в ответ послышался голос лося со стороны солонца. Работа продолжалась до самой темноты, но к большому разочарованию охотника зверь так и не вышел. Причина этому оказалась веской. Неподалеку объявилась стая волков, которая вскоре устроила в тишине ночи свой незабываемый концерт, настоящую лунную сонату. Друзья, второй день охоты. Вчера у нас вечером были неплохие шансы. Работало 2-3 быка. Один прошел совсем рядом, но почему-то не вышел на чистое и не смог произвести выстрел. Егерь подманивал его, но не получилось. На районе, на участке работала стая волков. Не знаю, получилось ли записать. Звук, конечно, был вой. Даже был один небольшой маленький концерт, но удалось ли записать, услышите ли вы этот звук, ну, посмотрим в процессе монтажа. А так было очень интересно. Светлую часть просидели впустую, а вот как стемнело, было интересно. Такой заброшенный участок, все заросшее, туда никто не ездит, там брошенная деревня, якобы радиоактивное пятно было, указатели стоят радиоактивности. Ну, в общем, вечером охотились. Сегодня тепло, пасмурно, не знаю, будет ли лось работать, стонать. Охота продолжается. Поехали! Тем утром охотники решили не манить быков, а просто постоять, прислушаться и понаблюдать в тепловизоры, вдруг удастся заметить зверя на переходе. Место казалось очень перспективным. Недавний ураган повалил деревья, образовав завалы и труднопроходимые участки, где лось мог задерживаться. Но и здесь зверь не проявил себя, ни звуком, ни силуэтом в просветах деревьев. Что-то явно происходило с гоном. Хотя погода казалась идеальной для охоты. Егеря признавались, в их практике еще не было такого, чтобы за 3 дня не удалось выманить ни одного быка, даже молодого, и почти не встретить коров с телятами. Заметьте, ураган прошел. Угу. Тут только цело стало, все кругом вывалено. Обратите внимание. Ну, тоже Все кругом. обломало. Попутно Сергею показали местную достопримечательность – святой источник с небольшой часовенкой. Здесь в крещении совершаются купания и обряды крещения. Ой, как красиво это получилось. Надо
Не надо, не надо, не надо. А уже на обратном пути охотники встретили на поле лису, занятую своими делами. Она нас сама увидела. Лисенок. Она почти не реагировала на машину и даже после сигнала клаксона не спешила убегать, продолжая спокойно оставаться на месте. Второй вечер. Выезжаем, 5 часов. Погода примерно такая же. Небольшой ветерок. Переменная облачность. Едем на другой участок. Егеря полны оптимизма. Говорят, что сегодня будет результат. Ну, поживем, увидим. Охота есть охота. Вперед! Следующий охотничий участок также располагался в пойме реки. Белорусская кукуруза. Дорога к нему пролегала через поле высокой кукурузы, Секретное больше место. похожее на настоящий лабиринт. Выезжаем. Один заезд, Леха. Такой у нас егерь. Знает потайные тропы. А к тебе завтра утром поедем, да, если здесь не возьмем. Надеяться, что не поедем. Вся небольшая команда охотников была в приподнятом настроении и заряжена надеждой на удачный вечер. Как раньше говорили, команда ух, работаем за двух. Да? Время еще было раннее, но Сергей решил занять вышку. Осенью, в период гона, самцы часто проявляют активность даже в светлое время, переходя с одного участка в другой. По словам егеря, это было именно такое место с лосиными переходами. Подойдя к вышке, охотник осторожно начал подниматься на шаткую конструкцию, тщательно контролируя каждый свой шаг. Здесь ему предстояло провести 2 часа, а то и больше в полной тишине и неподвижности, поэтому сразу нужно было устроиться как можно удобнее. Однако и на этот раз по-светлому увидеть ничего не удалось. С наступлением заката подошли егеря и начали манить зверя. Лось ответил пару раз, но к охотнику так и не вышел. Почему в этот раз самцы не проявляли привычной активности, оставалось загадкой. Возможно, им мешал яркий лунный свет. Но сомнений в том, что зверь здесь имелся, не возникало ни у кого. Очередное утро охоты на лося в Белоруссии. Вчера была интересная вечерка. Работало, по словам егерей, 3-4 лосика, но ни один из них на выстрел на чистое не вышел. Сначала одного совсем близко подманили, но там была лосиха, он, естественно, ее не бросил. Затем тоже случилось и с правой стороны. Вышел он из-за речки, подошел метров на 120-150,
по моим оценкам, но на чистое опять также не вышел. Едем сейчас туда, возможно, сегодня утром, может быть, какая-то будет наблюдаться активность, большая активность, и они выйдут на чистое, может быть, на переходе удастся от одного леса к другому приловить его, но, в общем, будет видно. Охотники возвращались на место вчерашней вечерней охоты, надеясь, что этим утром лоси окажутся более активны и смогут откликнуться на вабу. Уже у машины, пока Сергей заряжал оружие, Николай услышал в чаще работу быка. Но с рассветом эти звуки стихли. Рано утром, как только мы с машины вышли, там вот работал бык, он был с коровой. Подманить вы его не смогли. Он так с ней и остался. Перешли вот на вчерашнюю вышку, но здесь вообще тишина. Утро такое тихое, хорошее. Но ничего не слышно. Егерь пытается манить, но бесполезно. Егеря поработали какое-то время, но позже обсудили и решили сместиться ближе к месту предполагаемого гона, где бык держался с коровой. Меня хочет сюда идти. Ну, надо к нему толкать его. Может быть, мы его, когда ближе начнем, он хоть покажется. В таких случаях, если он не выходит, надо к нему идти. Сергей еще на рассвете отмечал, что именно такая тактика может сработать. Когда самец чувствует давление соперника, он нередко идет на сближение, чтобы защитить свою самку. Вдвоем с Алексеем они выдвинулись в сторону поймы. И вскоре, выйдя на поляну, егерь заметил куст, обтесанный рогами лося. Прямо здесь он начал работу, пытаясь вызвать зверя на открытое место. Но несколько попыток оказались безрезультатными, и было принято решение углубиться дальше. На новом месте, с хорошим обзором, охота продолжилась. И вдруг егерь указал на движение в низине. Это оказалось стадо свиней во главе с маткой. Рядом с ней держались подсвинки и молодняк этого года. К сожалению, трофейного сикача среди них не было. Алексей еще поработал голосом, но солнце поднялось высоко, и им стало ясно, что уже поздно и утрянка закончилась. Тут я болото, кругом кусты. Я если бы знал, что такая поляна, я бы сразу сюда, потому что он тут работал, блядь, а туда он ни один не вышел.
не знал, что пойдет. Тем не менее, охотники возвращались к машине в приподнятом настроении. Во-первых, им удалось увидеть диких свиней, редкую встречу для этих мест сегодня, а во-вторых, они нашли перспективную поляну, где явно постоянно держался самец лося. Вот сейчас прозрачное стекло практически. О, Одна что ли? одна. Остальные там остались. Опа. Интересно ближе. Интересно, сейчас я подниму сейчас. Оп. А по дороге на базу попалась одиночная куропатка и 3 косули, среди которых выделялся самец. Это по центру. Вот слева пока не определил. Но дистанция свыше 500 метров по открытой местности не оставила шансов на подход, и было решено не тратить времени. Итак, половина охотничьего путешествия в Белоруссию завершена. Можно уже подвести какие-то итоги. А итоги следующие. Дичь есть, погода стояла благоприятная, но из-за особенностей гона у лося, стона, как говорят, возможность добыть трофей пока не представилась. Почему? Потому что корова в желании, бык ходит рядом, не бросает, не откликается на гон егерей и не выходит на чистое. То есть он практически все время остается вместе с коровой. Через какое-то время корова нагуляется, естественно, и бык пойдет искать следующую. И вот в оставшиеся 2-3 дня нам нужно найти такого быка, который мог бы бросить или пойти на бой с соперником, пойти посмотреть, кто кого там манит, и выйти на открытое место, на дистанцию выстрела, чтобы я смог произвести выстрел. Мы слышали достаточно много быков, но ни одного, к сожалению, не удалось выманить. Вчера, например, вечером работало, по словам егерей, 3-4, но я слышал своим слухом 2. Сегодня утром пытались одного выманить совсем рядом, но это сделать не удалось, потому что корова его звала, и он ее не оставил. Мы зашли, затем, когда расцвело, мы зашли на их гонное место, нашли много троп, набродов, даже увидели по светлому стадо свиней, свинью с поросятами. Я даже умудрился поцелиться, но они быстро скрылись там в пойме, в камышах. Сегодня будем охотиться в другом участке, приедут другие егеря, поменяем дислокацию, может быть на другом участке лось поведет себя немного по-другому. Охота есть охота, не всегда она удачная, иногда зверь хитрее нас, поэтому нужно быть терпеливым, продолжаем охотиться, получаем удовольствие. Давайте заполним. Вот Николай. После оформления всех необходимых документов, Сергей вместе с новым егерем выехал на охотничий участок. Очередной вечер. Приехали на новый участок с новым егерем. Будем пытаться болото вытащить в другом месте. Может быть, здесь повезет. Читая природную карту «Следы животных на земле», охотники определили направление переходов трофейных самцов. Здесь у нас... Вот это лось, да, у нас пошел большой? Но настораживало одно. Рядом со свежими лосиными отпечатками четко различались и следы волков. Пошел сюда. Видимо, в этом районе популяция серого хищника находилась на очень высоком уровне, и это всегда вносило свои коррективы в поведение зверя. Николай, мне тогда патронник. У меня есть какое-то время, нужно пока включиться.
Дойдя до просеки под высоковольтными линиями электропередач, охотники заняли позиции на возвышенности, откуда открывался хороший обзор на болотистую низину. Там пролегал постоянный переход лосей из одной части леса в другую. Стало быстро темнеть, и становилось все холоднее. Не стонет лось, хотя уже прохладно, темно. Вообще, у нас сидят сейчас 3 егеря в разных точках, и во всех 3 точках лось не стонет, не работает. Понятно почему. Егерь пробовал разодорить зверя своим вабом. Но лес оставался молчаливым, а лось так и не вышел и на этот раз. Саш, ну ладно, давай, поехали. Ни пуха, ни пера. К черту. Таким вот пожеланием начинается мое следующее охотничье утро на лося. Погода хорошая, ветра нет. Едем за добычей. Вперед! В это утро охотники запланировали проверить кукурузное поле, окруженное лесом, где нередко выходили как лоси, так и олени. Едва остановившись, егерь практически сразу услышал вдалеке работу быка и, не теряя времени, начал отвечать ему на ходу. Начали подход к лосю. Услышали оленя. Лось пропал. Теперь вот подходим к оленю. Очень интересное утро сегодня. Олень. Однако зверь быстро затих, и вскоре в тишине послышался рев благородного оленя. Охотникам ничего не оставалось, как попытаться подкрасться к самцу, чтобы оценить его трофейные качества. Но и этот замысел им не удался. На поле стремительно опустился густой туман, и кромка деревьев вскоре полностью растворилась в серой пелене. Дойдя до края кукурузного массива, Николай вызвал машину. По дороге обратно охотники повстречали косулю, но та стремительно скрылась в кустах. Предпоследний вечер. Стоит солнечная ясная погода. Сегодня утром один охотник с России, который приехал вчера и сразу же добыл отличный экземпляр лося утром. Повезло ему 7 концами с обоих сторон. Вышел лось, его немножко раздраконили, повезло ему то, что он был без лосихи, и среагировал на зов, вышел. Правда, высокая трава была, пришлось стрелять несколько раз, но в общем добыли. Выстрел сам не удалось записать, вот здесь только начало его выхода. Очень рад за него, поздравили. В общем, а моя охота продолжается дальше. Будем получать удовольствие по полной программе. 6 охотничьих дней. Проезжая по полю к месту охоты, команда неожиданно наткнулась на пару косуль.
Звери стояли неудачно, прямо против заходящего солнца, что сильно осложняло оценку трофея. Поэтому охотовед принял решение подъехать ближе, чтобы сократить расстояние. После остановки машины Сергей занял позицию для выстрела с треноги. Нет. Против ослепительного солнца охотнику было практически ничего не видно, но он отчетливо услышал характерный шлепок попадания по корпусу. Егерь с охотоведом подтвердили, выстрел был точный. Однако, к разочарованию команды, зверь не лег на месте, его предстояло добирать. Для этого потребовалась собака. Пока охотовед ждал знакомого с собакой, егерь вместе с Сергеем направились дальше, к месту запланированной охоты. На перспективном поле они вскоре заметили пасущегося самца косули. Я посмотрю, тебе хорошо. Тише, стой, не шевелись. Он сюда смотрит. Через бинокль стало ясно – трофей невысокого качества. Большие, но никакие, не трехрожка. Не трехрожка. Косуля быстро скрылась в лесу. Осмотрев противоположную кромку поля, охотники заметили самца оленя. Это мраконцы белые, высокие, как а сами отростки. Бык стоял настороженно в зарослях, не ревел и не проявлял активности, а затем также бесшумно растворился в чаще. Сейчас вот слышали, как собачка добрала моего козлика, и егерь заполняет необходимые лицензию, документы, чтобы можно было его загрузить в машину и перевозить. Так, поздравляю с трапным выстрелом. Спасибо. Расстояние было очень большое, где-то 200 метров. Спасибо большое. Вот. Да, последнюю еду по европейским. Вот так, сюда и сюда, в шапочку. Сюда, вот. Да, Спасибо. вот так. Да, и сюда вот где-то. И сюда ему наверх. Да, садись, мы чуть-чуть расскажем. Ехали мы на поле, здесь к болоту, поманить лосика, смотрим, стоит неплохой вроде как экземпляр косули. Дело было против солнца, тяжело было определить точно трофейную ценность, но вроде как рога высокие, и егерь дал разрешение на выстрел. Где-то метров на 180 я произвел выстрел. Правда, не чисто, потому что стрелял с арендного оружия. Пришлось вызывать собачек, да. Но они добрали. Вот сейчас мы по темному вынесли его. Ну, неплохой козлик. Охота продолжается. Сейчас поедем вобить лося. Спасибо Попробуем большое добыть. за трофей. Еще раз. Все. Продолжаем охоту. Вот и наступил заключительный день этой охоты. Удастся ли Сергею в оставшееся время добыть заветный трофей? Рано утром группа охотников выдвинулась на пустошь, где когда-то стояли строения, а теперь остались лишь развалины. Выйдя на чистое место и осмотревшись с помощью тепловизионных приборов,
Они не обнаружили утреннего выхода зверя, все вокруг оставалось неподвижным и тихим. Разместившись на вышке, Алексей начал работать голосом, а также при помощи веток пытался раздразнить потенциально стоявшего в этой чаще быка. Однако и это утро завершилось безрезультатно. Лось так и не подал признаков присутствия. Вот и наступила последняя вечерка. Охота на лося не складывается. Почему-то лось абсолютно не работает. Сегодня утро опять впустую. Пару раз квакнул, и больше никаких у него позывов не было. Проверили 3 места, но безрезультатно. В общем, сейчас едем на старое место, где мы слышали неплохую работу лося, но он был с коровой, может быть, уже корова отгуляла, и мы попытаемся подманить его сегодня вечером у речки. Посмотрим, как сложится, но в любом случае охота есть охота, она непрогнозируемая, особенно на такого капризного зверя, как лось во время стона. Буду продолжать съемки, возможно, что-то и получится. По традиции, за бога охоты, чтобы удачу нам послал егермейстера, нужно сделать глоток. Делай, пошли. Последний вечер, и все поставлено на него. Выбор места сделан, теперь остается только надеяться на охотничью удачу. Завтра уже отъезд, второго шанса не будет. И вот она приходит. За рекой откликнулся бык. Как обычно, егерь начинает подманивать его голосом и шумом веток. Ответ не заставил себя ждать, зверь медленно приближается. Сергей готовится к решающему моменту, напряжение нарастает с каждой секундой. Он еще не верит, что охотничья богиня дарит ему этот шанс. Самец выходит на открытое пространство, но стоит неудобно. Приходится ждать. Мгновения тянутся бесконечно. Наконец, бык разворачивается боком, момент истины настал. Выстрел. И зверь падает. Стреляли, и бык еще один шел. Да? Ну, с той же стороны. Даже так? Справа. Спасибо большое. Очень красивая охота была. Просто, ну не знаю я, все классически главное. Да. Классически. Услышал, подманил, он вышел, мы его напустили на себя, да? Ну метров 120, наверное, да? Да. Вот, хороший слышал. Значит, у нас что тут? 5 отростков, раз, два, три, почти 6. 5. Ну тот не считать. Раз, два, три, 4, 5. Ну, что? Стандарт белорусский. Ну, он симметричный, он хороший. Хороший. Да, это не супер трофей. Да, не супер трофей, но хороший. Да. Отдельное спасибо Белгосохоте.
за организацию охоты. Все как всегда на высшем уровне. Не ожидал. Вот уже как бы, думаю, выйдет, не выйдет. Последнем вздохе. Да, но мы, понимаешь, в чем дело? Почему не поехали сразу? Мы дали отдохнуть. Мы тут долго бродили, они могли не прийти на следующий. Помнишь же? Могли, То есть да. пару дней мы сюда не ездили, хотя слышали, что он работает. Потом мы пришли, и вот он сразу вышел. Такой, ну, отлично. Вас поздравляю. Вам все-таки повезло. Обманули вы судьбу. Всегда так. Я же говорю. Все официально все. Друзья, подошла к концу охота на лося в Белоруссии в этом году. Мы хотим заместителем директора Белгосохоты Александром подвести итоги этой охоты. В этой охоте принимало участие 2 человека. Один уже наш партнер Нияз уехал. Правда, его трофей вот еще остался с нами. Его только сегодня обработали, и будет он выслан чуть позже. Александр, что бы ты хотел сказать по поводу этой охоты? Были ли какие-то особенности в поведении зверя, в погодные условия, или что можно сказать вот из твоего большого опыта? Да, охота была на самом деле непростая. В каком плане непростая? Зверь есть, но зверь не активный. Если даже и отзывался в какие-то моменты, очень неохотно, 1-2 раза отзовется, где-то треснет и все, и уходил. Очень неконтактный был зверь. С чем связано? Возможно, с погодой связано. Возможно, что зверь находился в состоянии охоты и с ним была самка. А это очень сложно тогда зверя приманивать. Очень крепкие места. Болота, речки, непроходные места. Неохотно выходят. Вот. Но, тем не менее, да, Ниязу повезло в этом плане. У него как-то срослось все быстро. Он, в принципе, вечером сходил и утром уже вышел на него трофей. А тебе, Сергей, пришлось потрудиться. Отпахать 6 полных охотничьих дней. Да. И, скажем так, утро, вечер, без пропусков, да, где-то даже были огорчения, то, что были утрянки, вечерки, где совсем зверя не было слышно. Вот просто не то, что даже слышно, такое ощущение, что в охотничьем хозяйстве нет зверя совсем. Были такие ощущения. Но я знаю, что здесь зверь есть, и олени, лоси, косуля. Здесь зверя хватает. Не, ну мы видели так, по следам, переходам, да, следов, все это было. Но да, поражало что? Зверь не выходил даже на поля. Его не было видно ночью в тепловизор. Да, причем и олень, и лось тоже, так? Да, да, и косули было мало видно. Но я бы хотел здесь добавить что? Из знания повадок лося, к примеру, что у него существует 2 этапа гона, а может быть даже 3. Когда первая часть активного стона, да, правильно говорить, он находится с самкой, потом самка теряет к нему интерес, он переходит и ищет другую самку, то есть гон оленя и лося отличается. Если олень собирает гаремы, то лось и ходит от самки к самке. Вот. Поэтому я думаю, что просто попал вот тот период, когда лось именно находился с первыми, а может быть со вторыми самками, и не хотел их покидать. Не откликался на вабу
в обильщика. Вот так вот. Правильно? Да, все так. Ну что, попутно удалось мне добыть белорусского козлика. Вот, очень интересно, тоже издалека заметили, подъехали, он нас подпустил, правда, потом начал убегать. Вот, попал я его. Хороший дальний выстрел был на дальнюю дистанцию. Правда, с арендованного ружья пришлось добирать собачкой искать, но добрали, все хорошо, счастливо закончилось, взвесили, оказался примерно вот сырой 350 грамм. Ну что, неплохой трофей для европейской косули. Неплохой, подсохнет будет меньше, конечно, но в целом, если считать то, что он по нашему законодательству считается не трофейным, потому что у него нет третьего вот отросточка. Если бы был бы еще вот такой вот отросточек 2 сантиметра здесь, считался бы трофейным, уже шел категория трофейна. А так он считается не трофейный, но тем не менее это все равно трофей, все равно это память, все равно он запоминается, как это было, как происходила в него охота, как была добыча. Причем у него очень, так сказать, боевая морда, была вся в шрамах, в ранах. И я считаю, очень такой боевой, активный был экземпляр. Вот, заполнили все документы. Мой лось, к сожалению, еще не готов. Он разделывает. Показывать мы вам эти сцены не хотим. Будет также обработан до состояния вот белой кости, взвешен. Выписан такой вот трофейный лист. И, так сказать, будет подготовлен ветеринарный сертификат для вывоза данного трофея из Республики Беларусь. Ну что, хочу закончить тем, что всем рекомендую посетить эту прекрасную страну болот, полей, лесов, где водится очень разнообразная фауна, охотничьи виды дичи, и приглашают, наверное, Александр всех пригласит, да? На охоту. Да, всех ждем на охоты, всех рады видеть, организовываем охоты уже не 1 год, скажем так, опыт большой, знаем все нюансы, как говорится, логистику, поэтому любые виды охот в Республике Беларусь разрешенные, которые по законодательству. Ввоз оружия, ввоз оружия, аренда оружия, трансфер, если нужно, логистика. Вывоз трофеев, полное сопровождение. Все полностью. Встречи в аэропорту. Встречи. Ведем клиента, то есть от начала путешествия и до завершения. Спасибо за очередное прекрасное охотничье путешествие. Удачи нам в нашем нелегком деле. 6 дней охоты пролетели как одно мгновение. Белорусские леса подарили яркие эмоции, встречи и долгожданный трофей. Настал момент прощания. С легкой грустью охотник покидал эту землю, ее охотничью атмосферу. Спасибо, Белоруссия! До новых встреч! Подписывайтесь на канал Сергея, ставьте лайки, если вам понравилось, и оставляйте свои конструктивные комментарии, это очень важно.